Привет, друзья! Я давно задаюсь вопросом, можно ли из полимерной глины сделать очень крупные цветы, но чтобы они были легкие. Конечно, я ни в коем случае не сравниваю запекаемую полимерную глину по весу с холодным фарфором, но все же иногда в изделиях требуются очень легкие, облегченные цветы, но в то же время, чтобы они были крупными, достаточно полноразмерными даже, я бы сказала, и очень-очень объемными. Я сначала хотела этот мастер-класс сделать из двух экспериментов и провести один эксперимент с использованием готового набора каттеров и вайнеров, а второй эксперимент сделать уже с использованием вайнера только для придания фактуры, а все остальное уже делать вручную и нарезку, и каждый раз увеличивать и делать цветок крупнее, крупнее, крупнее. Но потом я решила, что все-таки я лучше разобью эти мастер-классы. И в этом мастер-классе я хочу поработать с готовым набором. Это набор пионы. Вы, кстати, очень часто задаете мне вопросы по поводу наборов от Kima for Art готовых, которые я уже показывала в обзорах, и часто вы задаете вопросы, как же с ним работать и что в результате получается. Давайте вот мы в этом мастер-классе с вами как раз и посмотрим, что может получиться из этого набора. И протестируем, кстати, Цернит Металлик белый номер 0,85 и посмотрим на выходе в финале, какой оттенок будет у нашего цветка. Сейчас на рабочем столе вы видите большое количество лепестков. Честно, я не считала, сколько лепестков нужно на пион, но все, что я сделала, все я использовала именно в этот цветок. Здесь мы будем ограничены все-таки размерами вайнера и размерами каттеров. Конечно, мы будем еще растягивать и дорабатывать каждый лепесток на ладошке. Вайнеры есть и каттеры как листочков пиона, так и лепестков. Листики пока я использовать не буду, но вы видите, что большое разнообразие каттеров даже зеленых лежит на рабочем столе и большое разнообразие розовых каттеров именно для создания лепестков от самых маленьких до самых крупных. Я подготовила пласт полимерной глины белого цвета, и вот беру теперь каттеры в 5 размерах и вырезаю заготовки из этого пласта. Пласт у меня очень-очень тонкий. Я раскатывала на цернитовской пастомашине на режиме 7. То есть лепестки в итоге у вас будут тонкие и есть вероятность, что будут заваливаться. Ну, давайте поэкспериментируем. Итак, я еще на ладошке дорабатываю каждый из лепестков. Я утончаю края. Я вообще не люблю, когда формируют из запекаемой полимерной глины цветы и лепестки просто вырезанные из каттеров. Даже если вы максимально тонко раскатаете, вот на 9 режиме, это 0,3 мм толщиной, пласт, все равно будет видно ребро, и грубая прорезка каттером и краю лепестка будет казаться толстым. Чтобы вот эту грань убрать, все равно нужно дорабатывать каждый лепесток и раскатывать его края максимально тонко на ладошке, не трогая середину и нижнюю часть лепестка, для того, чтобы они были более толстые и лепесток в итоге у нас держал вертикально свою форму. Я сейчас сформировала 5 лепестков и 5 лепестков укладываю в вайнер, в их ячейки. Накрываю второй половинкой вайнера и делаю отпечатки фактуры на лепестках. Я уже говорила, что здесь мы ограничены размерами вайнера и каттера. И будем смотреть, какой по размерам цветок у нас в результате получится. Аккуратненько снимаю, глина очень мягкая. Не деформируем, не тянем за нижний край лепестка. И еще смотрите, маленьким стеком, шариком, именно маленьким дотсом я дорабатываю и придаю изгиб каждому из лепестков. Если лепесток маленький, я работаю маленьким шариком. И если лепесток чуть-чуть покрупнее, я придаю изгиб уже более крупным шариком. С верхней части вниз тяну пластику, очень-очень легко прокатываю стеком, могу снизу вверх прокатывать, но не трогаю край лепестка и придаю форму лодочки. Собирать я все это буду в этот раз на фольге. То есть я очень долго думаю, как же облегчить внутреннюю часть цветка, не делать каплю из пластики. Более того, многие из вас жалуются, что не получается сохранить форму капли, что когда вы прижимаете лепесток пальцем
капельки, она у вас, особенно если руки горячие, она у вас начинает прям плавиться в руках, съезжает, форма капли теряется. В общем, я взяла фольгу, сформировала из нее каплю и эту каплю обтянула тонко-тонко той же пластикой белого цвета. И вот теперь начинаю с самых-самых маленьких лепестков формировать цветок. Первые 3 лепестка закрывают у нас внутреннюю часть, и мы закрываем каплю, закрываем внутренность, чтобы ее не было видно, и дальше уже в шахматном порядке лепестки укладываются друг за другом ряды, только ориентируемся на высоту, все лепестки у нас на одной высоте, тогда у вас получится цветок, а не шишка. И начинаю вырабатывать все лепестки, которые у меня есть на рабочем столе. Я не считала их количество. В общем, сначала я выкладываю маленькие, потом перехожу к следующему размеру, когда маленький заканчивается. И, как я уже говорила, в шахматном порядке укладываю лепестки. Здесь не должно быть так, чтобы в ряду все лепестки шли друг за другом. Лепестки в одном ряду не должны внахлёст накладываться на предыдущий или на следующий лепесток. Они должны быть на каком-то расстоянии. И потом вот в этом расстоянии укладываются лепестки в шахматном порядке, только уже следующего ряда. И от меньшего к большему мы расширяем цветок, лепестки у нас становятся крупнее, но высота у лепестков одна и та же остается. Я подхватываю лепестки за нижний острый край, стараюсь верхнюю часть лепестка вообще не трогать ни пальцами, ни когда уже собранные в цветке, и вот нижней частью приклеивать к фольге, обтянутой белой полимерной глиной. Не прижимайте лепесток сверху и не прижимайте его центральную часть, потому что у вас будет слипшийся цветок. А когда вы приклеиваете только по низу острую часть, у вас верхняя часть лепестка, она сама раскрывается, внутренность цветка видно, лепестки отделены друг от друга и появляется вот этот объем и пушистость уже в готовом цветке. Как по мне, цветок получился достаточно крупный. Я вот сейчас его собираю. Это пока только середина цветка, но я вижу, что он получается достаточно крупный. Когда я его стала собирать, у меня в голове возникла мысль, а если попробовать сделать цветок, но лепестки в произвольном порядке нарезать, формировать на ладошке, конечно же, придавать им фактуру, но попробовать сделать цветок крупнее, как он себя поведет в духовке. В общем, это будет второй мастер-класс. Если вам будет интересно, как же создавать цветы без каттеров вручную, напишите, пожалуйста, комментарий. Если наберем больше 100 комментариев, значит, я дополнительно еще выложу одно видео, где покажу, как вручную все это делать. Собираем цветок и перешла уже к крупным лепесткам. Смотрите, напоследок я оставила 9 крупных лепестков, самые-самые крупные. И вот эти крупные лепестки, они будут закрывать и формировать самый последний ряд цветка. Они закрывают окружность этого цветка. Друг за другом, внахлёст, против часовой стрелки я веду эти крупные лепестки. Внахлёст укладываем на предыдущий лепесток, перекрывая где-то процентов 20-30 предыдущего лепестка. И последний 9 лепесток мы заводим под первый, и ряд замыкается. Если вы будете смотреть сверху на лепесток, этот ряд последний, и он достаточно виден нам, то есть он выходит немножечко за пределы предыдущего ряда лепестков. Ну, в принципе, все, мы можем отправлять на запекание цветок, и я его уже запекла. Единственное, что я не обрезала ножку, можно было ее немножко подрезать и сэкономить пластики. Учитывайте этот момент, ставьте запекать выемку сделайте в губки и туда же поместите цветок, чтобы фольга утонула в этой губке. Запекаем полный цикл, и уже после запекания достаем фольгу и срезаем все лишнее, что есть внизу. Данный цветок вы можете использовать под брошку, то есть задник закрыть еще раз той же белой пластикой, сделать крепления, которые необходимы. Если вы будете использовать этот цветок в колье, браслетах, то есть вы уже делаете с задником все, что хотите, внутри пустота, цветок легкий, облегченный. Задник оформляйте как хотите, делайте какие угодно крепления и используйте этот цветок. Кто-то сейчас может сказать, что с каттерами, вайнерами, с готовым набором очень легко работать. Поверьте, если вы не будете вручную дорабатывать края лепестков, если вы вручную не будете придавать им изгиб, то на выходе у вас не получится такой цветок. Все равно нужно прилагать
свои усилия, свой ручной труд для того, чтобы ваши цветы выглядели натуральными. А дополнительные инструменты профессиональные – это ваши помощники, которые облегчают на каком-то этапе процесс. Но ручной труд делает ручную работу более тонкой и более изящной. Друзья, я вам показываю сейчас крупный пион, который был сделан вручную. Если вы хотите, чтобы я показала, как его создавать, здесь уже не будет профессиональных инструментов от Kima for Art, здесь мы будем работать вручную, скальпелем, лезвием, будем использовать любой вайнер, который у вас есть с прожилками, но можно обойтись и без него. В общем, будем работать полностью вручную, будем делать еще тонировку для того, чтобы на выходе более такой интересный цветок пиона получился, и этот цветок получился в 2 раза больше, если вы обратите внимание. В общем, если вам интересно, как получился этот цветок, тогда пишите комментарии. Если будет больше 100 комментариев, я обязательно выложу второе видео и расскажу и покажу, как же этот цветок создавался. Ну, а я пошла экспериментировать, потому что у меня в планах еще больше цветок. Не знаю, получится или нет. Опять же, буду его делать вручную. Но там будут свои тонкости при запекании. Если мои эксперименты получатся, я сниму еще 3-е видео. И заодно, кстати, с вами проверим, какие оттенки белых линеек глины цернит, как себя ведут после запекания. Все, всем приятного творчества, приятной лепки. Ссылки на материал и инструменты оставлю в описании под видео. Хочу показать вам цветы, которые были сделаны в рамках эксперимента. Вот этот цветок у нас самый маленький, и он был ограничен размерами каттера и вайнера. Использовала я здесь цернит металлик 085 номер, это новый оттенок, и здесь реально металлический эффект. Нет никакой прозрачности, действительно поблескивает белый цвет, как металл, особенно на солнышке. Следующий цветок, здесь уже не было каттеров, здесь был вайнер для придания фактуры. И здесь я уже задавала размеры по своим характеристикам. Я захотела сделать цветок крупнее, чем первый вариант, но когда я его сделала, мне пришла в голову идея о том, что я смогу сделать еще больше цветок. И вот уже 3-й цветок был рожденный. Здесь во 2-м цветке использовалась серия Translucent 010 номер с блеском. И действительно лепестки стали прозрачные, и они переливаются. В этом варианте, в крупном, использовался Translucent прозрачный 005 номер без каких-либо эффектов. Только остаются прозрачные лепестки, и вы можете видеть, что они действительно прозрачные. Края максимально тонко раскатаны. Здесь пастель я брала более контрастную, более темную, чем в варианте с средним цветком, где пастель была нежно-розовая. Но и этот вариант, они достаточно легкие и имеют право на существование. Давайте взвесим их, потому что вопросов много по поводу их веса, и посмотрим, насколько эти цветы легкие и что их можно применять и как брошь, и в декоре. Первый цветочек у нас всего лишь 30 грамм. Цветочек, который у нас немножечко покрупнее средний, укладываем. Средний цветок 48 грамм. И сейчас самый большой крупный цветок укладываем. Этот цветок весит 94 грамма. Такой цветок спокойно можно использовать в качестве брошки. Для заколки, то есть облегченный вариант, он у нас с пустотой внутри. Пожалуйста, используйте для любого декора.